Город Бреслау. Весна 1945 года. Идут бои на немецкой земле. Жестокие, последние перед победой бои. Здесь, как и на других фронтах, работали военные корреспонденты кинохроники, и среди них был Владимир Сущинский. Это один из немногих его портретов. Местом работы Сущинского был передний край нашего наступления. Сейчас перед вами проходят кадры, которые он снял в боях за Бреслау. Здесь он был смертельно ранен. Это его выносит из боя. Он прожил после ранения всего 5 часов. Похороны Сущинского снимал оператор Николай Быков. Он тоже был убит в Бреслау через несколько дней. С воинскими почестями провожают в последний путь фронтового оператора. За гробом Владимира Сущинского идут его боевые друзья. Они знают, каким мужественным и стойким был их товарищ в бою. Они знают, каким глубоким и сильным было в нем чувство долга перед людьми, подвиг которых он призван был запечатлеть. Владимир Сущинский был одним из лучших. Но он был таким же, как и они, его товарищи, стоящие у могилы. Он был одним из многих. И пусть рассказ о нем станет рассказом о фронтовом операторе, который воевал с киноаппаратом в руках. Это киноаппарат Владимира Сущинского, которым он снимал 3 года на фронте. Оружие оператора. Как боец он его заряжал. Включал автомат, снимал и так служил своей родине. Сохранились записи операторов, в которых он пояснял содержание своих съемок. Пленка, кадры, снятые оператором, это дневник событий войны, это его записная книжка. Здесь зафиксировано то, что он видел, то, что его поразило, то, что он считал необходимым показать народу. Кадры, снятые Сущинским, сейчас принадлежат истории. В этом фильме они расскажут о человеке, который воевал с киноаппаратом в руках. Фронтовой оператор идет с боевыми частями, и дороги Владимира Сущинского – это дороги войны. Он был на Волхове, под Ленинградом, видел победы на Днепре, форсировал Сиваш, видел освобождение Крыма. С армией-победительницей прошел он Карпаты и Польшу. Волховский фронт. До Ленинграда всего 70 километров. Дальше враг не прошел. Здесь остановили немцев еще осенью 1941 года. Владимир Сущинский начал свою работу в этих местах, когда здесь не было крупных событий. Фронт стоял. Маяк на Ладоге. Его стены разбиты с запада и целы с востока. Матросы Балтии корректируют огонь артиллерии, защищающей Ленинград. Они дерутся с врагом на суше, пока корабли их стоят на рейде.
Это была первая съемка Сущинского. Он назвал ее «Отважные побеждают». Эти слова могли бы стать эпиграфом к его репортажу за все годы войны. Разведчики уходят в тыл врага за языком. В это время сводки Софинформбюро сообщали, существенных изменений на фронте не произошло. Поиски разведчиков. Такими были будни фронта, великое значение которых хорошо понимали бойцы. Киноаппарат Сущинского широко охватывает все многообразие фронтовой жизни. Это ивановские ткачихи, добровольно пришедшие сюда на Волховский фронт. Они понимают, как много значит для бойца на фронте чистая рубаха. Фронт еще в обороне, но в минуты затишья бойцы уже изучают тактику грядущих наступательных боев. Командир поясняет будущему десанту взаимодействие пехоты и танков. Суровая зима. Волховский фронт проходил там, где все было уничтожено огнем. Долгие месяцы работал здесь оператор Сущинский. Жизнь бойцов становилась его жизнью, их быт его собственным бытом. В стрелковых частях и подразделениях второй армии привыкли к оператору и к его аппарату. Люди забывали, что он их снимает. Так рождалась правда его репортажа. Снимая людей Красной Армии, оператор учился у них мужеству, стойкости. Сущинский понимал великий смысл своей работы. У него в руках был аппарат, и здесь он мог запечатлеть неповторимое. Для будущих поколений снова и снова будут оживать в этих кадрах люди, которые отстояли город Ленина, люди, которые шли в наступление. Блокада Ленинграда была прорвана. Соединились войска двух фронтов, Ленинградского и Волховского. Поэты, писатели, художники будут еще не раз возвращаться к этим незабываемым дням Отечественной войны. Но кадры Сущинского останутся навеки единственным зримым документом победы под Ленинградом. И этим они дороги. Прежде здесь был парк дома отдыха. Теперь это район жестоких боев. О съемке к боям в районе МГИ оператор писал: борьба за населенный пункт Поречья и восточную часть дома отдыха шла несколько дней. Это была борьба в траншеях, в блиндажах, в развалинах бывшего поселка. Эти траншеи недавно отбиты у немцев. Здесь сосредоточились для атаки части 378-й стрелковой дивизии. Наверху над головами бойцов идет артиллерийский бой. Плотность огня достигает предельной силы. Глядитесь в лица бойцов, лежавшихся в земле в этих лисьих норах. Это трудные минуты. И вспомните об операторе. Его никогда нет в кадре, и вы не привыкли думать о нем. Ему тоже хочется почувствовать спасительную близость земли. Но Сущинский заставляет себя встать, чтобы снять этих людей. Посылая в Москву материал, он писал: ввиду того, что съемка производилась непосредственно в боевых условиях, камера, руки были в кусках грязи и пыли. Возможен брак. Сущинской. Но брака в съемках не было.
Днепр. Отсюда виден последний плацдарм немцев на левом берегу. Это передний край нашего наступления. Немецкие танки уже вступили в бой. Наши бронебойщики занимают огневые позиции. С ними идет оператор. Но его, как всегда, мы не видим в кадре. Танки все ближе. До них 300, 200 метров. Остановим кадр. Танки теперь хорошо видны. Вот что осталось после разгрома немцев на левом берегу Днепра. 9 февраля 1944 года сводка Совинформбюро сообщала, что войска 4-го Украинского фронта разгромили здесь 7 дивизий врага. Так выглядела разбитая техника этих дивизий. В станице Большая Лепетиха Сущинский видел, как освобождали из подвала детей. Он видел, как их обнимали бойцы, словно это были дети, которых они оставили дома. Гнилое море, Сиваш. Соленое ледяное месиво неглубокой воды тянется на десятки километров. Бойцы и саперы строят переправу, мост от степей Таврии к Крымскому берегу. Здесь оператор видел великий труд воинов, стойкость и выдержку наших людей. Немцы не верили, что можно форсировать Сиваш ранней весной, но наше командование решило здесь взломать оборону немцев. Бои уже идут на Крымской земле. Здесь все кажется спокойным. Включим реальные звуки боя. В записях Сущинского было примечание. Ввиду того, что 8 апреля 1944 года, в самом начале наступления, я был контужен разорвавшимся снарядом при артналете, съемочный материал неполный. Эти кадры были сняты из танка. Оператор не мог ходить. У него была контузия позвоночника. Но фронт стремительно наступал, и Сущинский занял место в танковых частях, которые с боями двигались к югу. И вот бои уже идут под Сапун-горой у Севастополя. В тот год ни солнце и ни теплые ветры возвестили людям о приходе весны. Наступление весны возвестили «Катюши». В их огне пришла весна освобождения. Бои за Севастополь снимали 12 операторов. Оператор Сущинский входил в город в рядах 2-го батальона 943-го стрелкового полка. Не первый город, освобожденный Красной армией, снимал Владимир Сущинский. Но это был Севастополь. Красная армия идет по Карпатам, и вместе с нею продолжает свой путь оператор. Теперь дороги Европы стали фронтовыми дорогами наших войск. Русский воин, словно пахарь за плугом трудится он в Карпатских горах. Внизу кадра вы видите тень. Это тень оператора, он снимает. Такие кадры обычно не включаются в фильм. Оператор должен остаться за кадром. Но в этом фильме пусть они будут вместе. Фронтовой оператор
со своими героями. Они вместе видели слезы и горе, пожары и смерть. Теперь они вместе увидели радость победы и освобождения. Но дороги, которые вели к полной победе, были еще трудны и длинны. По полям Закарпатской Украины, размытым осенними дождями, шли русские воины, и фронтовой оператор шагал в их рядах. А в эти дни в далекой родной Москве гремели победные салюты в честь доблести и геройства этих людей. Последняя осень войны. Мокрый снег залеплял объектив. Сущинский торопился снять это настойчивое и упорное движение вперед. К зиме фронт продвинулся высоко в горы. Эти зимние пейзажи Сущинский снимал вместе с оператором-другом Борисом Пумпянским. Они оба любили природу. Но сейчас их внимание было на людях. Эти артиллеристы пришли сюда, в Карпаты, от Кубани, от Дона, от Керченского пролива. Теперь открылись большие пространства освобожденной земли. Видна земля, которой русские воины возвратили мир. Это последние кадры фронтового оператора Бориса Пумпянского. Он погиб во время боевого вылета. Польша. Оператор Сущинский входил в города с передовыми частями. Дома еще горели. Все сжигал, все разрушал враг на пути своего отступления. Оператор видел слезы и горе. Он знал, что мир должен увидеть слезы этого ребенка и виновников этих слез. Теперь они покорно поднимают руки. Красная армия освобождает порабощенные села и города Европы. Для этих людей ужас войны уже позади, и они знают, кому они обязаны радостью мира. Короткая остановка в пути на площади польского города Кракова. Боевые друзья оператора. Боец-пехотинец всегда был героем съемок Сущинского. Они вместе прошли 1000 километров. Они вместе были на подступах к Ленинграду, в лисьих норах под мглой. Они шли против танков врага на Днепре, по ледяной соленой воде Севаша, вместе воевали за Крым. Освобождая Европу, шли в Карпатах и в Польше, и вместе пришли на землю врага. Город Бреслау, сильная крепость, отлично приспособленная врагом для длительной обороны. Жестокое сражение развернулось на улицах города. Бои идут за каждый дом, за каждый перекресток, за груды развалин. Объектив одного аппарата не может уловить масштабы этой битвы. В кадре мы видим только отдельные детали сражения, усилия и подвиг отдельных людей. Но из множества таких деталей создается величественный образ нашей победы. 150 человек снимали хронику великих событий. Не будем забывать, что Владимир Сущинский только один из бойцов большого отряда военных кинооператоров. Мы видим сейчас только частицу нашей победы. Мы видим только короткое мгновение в годах войны. Бой на полотне железной дороги в Бреслау. Это был последний кадр, снятый Владимиром Сущинским.
Посмотрим еще раз на то, что было снято в последней кассете Сущинского, и по рассказам друзей узнаем, как это было. Владимир Сущинский снимал бой за насыпь железной дороги. Пехотная часть должна была овладеть этим участком пути. В момент, когда в объективе Сущинского были эти два пулеметчика, рядом разорвался немецкий снаряд. Капитан Владимир Сущинский, 1912 года рождения, военный кинооператор, геройски погиб на поле боя в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 22 февраля 1945 года. Владимир Сущинский был награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени и медалью за оборону Ленинграда. За киносъемки на фронтах Отечественной войны Владимиру Александровичу Сущинскому была присуждена сталинская премия. Сохранились немногие портреты Сущинского, которые были сняты его товарищами на фронте. Пусть же кадры войны, снятые его рукой, кадры, в которых живет его мысль, бьется его сердце, оставят навеки живым образ фронтового оператора великих лет Отечественной войны.